Я приветствую вас, представители знака зодиака Близнецы. Таро расклад. Судьба находит выход. Пасьянс, Таро прогноз на январь. События до конца января 2025 года. И у нас сегодня две колоды. Первая – это колода цыганского старинного пасьянса, который у меня уже очень много лет существует. И он показывает больше именно событийный ряд. Беспристрастно, без эмоций. А колода Таро – это мир нашего восприятия. Это наше психологическое состояние, эмоциональное наше восприятие тех событий и обстоятельств, в которых мы находимся. А январь может быть месяцем, когда проясняются как раз те ситуации, которые тянутся достаточно долго. То, что прежде стало на паузу. Или мы сами, может быть, что-то поставили на паузу. Здесь мы определенно видим новое направление. Нам уже в этот период самим не хочется где-то как и заблуждаться, так и какую-то путаницу создавать в своей жизни. И многие события, которые как раз проясняются в январе, они могли быть связаны где-то с предыдущими годами, или кульминация наших решений важных могла произойти в период 2024 года, где-то весна, лето, а осень нас поставила перед каким-то важным выбором. Январь нам даст прояснение, зачем все это было нужно. Или нам станет понятно, какие же козыри в наших руках. В зависимости от этого мы будем готовы либо действовать, может быть, что-то завершать или делать какой-то очень важный выбор. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз нам не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Помним, жизнь не бывает полностью предсказуема. И рассмотреть один из тысячи возможных вариантов развития событий всегда неплохо. Мы словно тренинг такой своей душе или тому, что происходит вокруг нас, как бы мы поступили, допустим, в той ситуации, которую нам расскажут карты. Ведь не секрет, когда мы смотрим общие прогнозы, каждый думает о своем. Итак, давайте пройдем цепочкой развития событий, которые раскроют карты пасьянса для вашего знака зодиака. Что же в январе может проясниться? Какой выход или с чем он будет связан? Что вы для себя определите? И первая карта. Давайте будем смотреть на те совпадения, которые у вас окажутся на этом пасьянсе. Что вы будете для себя определять? Какое-то ожидание. У кого-то это банально может быть ожидание подписания важных документов, составления каких-то важных бумаг. Этого я тоже не исключаю. Просто ожидание. Может быть, для кого-то из вас станет вопрос, что есть в принципе для меня ожидание. Пустые надежды, к примеру, ждать того, кто не придет никогда. Или пустые надежды на ту историю, которая уже закончилась, а мы все в нашей собственной душе баланс еще не подвели. Но, видимо, в конечном итоге, посмотрите, это ожидание заканчивается таким или иным образом. Для вас действительно какая-то ситуация однозначно прояснится. Вы будете знать, на что вы готовы, как вы готовы что-либо продолжать или завершать. Вы останетесь довольны, мои дорогие близнецы, январем, потому что флаг – это победа. Видимо, это ожидание заканчивается, завершается, или как какое-то многоточие или уравнение с множеством неизвестных, когда вы тоже для себя не могли что-то прояснить. Но нужно быть очень аккуратному в январе, потому что выпадает змея. Это всегда те люди, от которых мы не ждем подвоха. Это те, которые как затаились. Может быть, говорят нам в глаза что-то более такое приятное, а на самом деле где-то наблюдают, получится у нас что-то осуществить или нет. И поэтому залог вашего успеха, мои дорогие, о себе много не рассказывайте. Не давайте повода, где-то к зависти, такое тоже могу допустить. Все люди разные. И смотрите, выпадает череп, это не есть что-то серьезное, это наше восприятие, это где-то наше переживание.
Мы можем как и сомневаться по какому-то вопросу, или попросту переживать, получится какое-то дело или не получится. Хотя вверху как раз получится. Мы говорим о победе, но, может быть, в каком-то пункте это победа, но что-то еще продолжится, что-то вы еще хотите продолжить или сделать как-то по-своему. Но и, видимо, есть та составляющая, которая пока еще не завершена или не определена. Может быть, кстати, связано с тем, что вы узнаете какую-то правду или складывается как-то обстоятельства, потому что змея, а еще у нас выпадает колокол. Колокол – это могут быть как события, новости, которые приходят извне. Это то, на что мы не влияем. Обстоятельства в нашей жизни меняются, и мы понимаем, что да, вот есть в нашей сфере, в одной из сфер, по крайней мере, жизни, есть то, что мы должны принять. Мы не можем как-то противодействовать или противостоять, может быть, этому. И поэтому скорее организовывать и себя адаптировать вам придется к той реальности, которая складывается. По крайней мере, в одном каком-то контексте. И это может быть связано, кстати, с документами, получением каких-то документов. Значит, может быть, была какая-то многоходовочка, а тут у вас что-то проясняется, что вот нет. Вот только одним каким-то путем может быть осуществлено ваше намерение, цель или желание. И, кстати, по этому поводу вы можете сомневаться, и разные мысли могут быть. Для кого-то из вас это будет сомнение по части подписания важных документов, потому что выпадает еще корона, или каких-то важных согласований. Может быть, как чиновники высокой инстанции, может быть, и банки, или конкретно представители закона, у кого-то и так может проиграться. Давайте идем дальше. Что нам еще расскажут карты? Так, и я пока не вижу больше совпадений. Я так предполагаю, что на конец января есть та составляющая, которая как победа. Но следом за этой победой, правда, вырисовывается какая-то конкретика, по поводу которой вы будете сомневаться, либо вам, может быть, придется проявить какую-то гибкость или согласование с высокими инстанциями, может быть, подписывать какие-то документы, что-то проговаривать, с кем-то договариваться. И вообще планетарно январь месяц у нас как раз и может быть предусмотрен для пересмотра важных бумаг. Это могут быть как переподписание брачных контрактов, переподписание или какие-то, все приставка пере, потому что Уран в ретро-движении. Мы можем тут где-то как отталкиваться от того, что бы мы хотели осуществить, или какой вариант для нас более предпочтителен. И опять же, есть какая-то реальность, или есть какая-то данность, а возможно и буква закона. Мы не можем что-то обойти, мы вынуждены это учитывать. Поэтому, может быть, и обходные пути какие-то вы будете искать, или для себя более приемлемые варианты. Но, с одной стороны, подытожить, есть и победа, но есть и то, что для нас еще пока не определено. Почему, может быть, нам только предстоит предпринять следующие шаги, вы можете что-то узнавать, или это может касаться каких-то важных документов. Давайте посмотрим, что же нам расскажут карты Таро. Общий фон энергии. Давайте посмотрим с вами. Это наше восприятие, где-то психоэмоциональное, наше настроение. Чего это будет касаться или с чем это может быть связано. Итак, общий фон энергии для вас, близнецы. О, император. Да вы на что-то тут настроены. Конечно, это как раз может и говорить о высоких чиновниках или сама по себе карта подразумевает систему иерархии, систему власти. Мы не идем против этой системы, мы не можем что-то преодолеть. Мы вынуждены, опять же, или регламент учитывать, или какие-то правила, нормы в вашем обществе, может быть, сложившиеся негласные правила, какой-то менталитет.
Вот здесь и как и традиции, кстати, тоже проходят, но все же мы говорим общий фон энергии, в первую очередь энергии ваши. Это ваша уверенность в собственных силах, безусловно. Но помните, что в основном по карте император такое проходит значение, которое я часто говорю, есть два мнения, мое и неправильное. Но будьте гибкими императорами, ведь гибкий император или мудрый, точнее, император, он ставит перед собой цель. И для того, чтобы эта какая-то основополагающая цель была достигнута, он готов корректировать мелкие планы. Будьте готовы корректировать мелкие планы. Где-то об этом и говорит пасьянс. Общий фон энергии, что нам еще расскажут? Вопросы семьи, вопросы вашего дома, место пребывания. Кто-то буквально будет заниматься благоустройством вашего семейного гнездышка, или вы будете решать вопросы по части финансов, откуда приходят деньги. Опять же, согласовывать, может быть, и деньги. Но деньги приходят, это точно. Здесь по деньгам, с учетом аркана императора, как раз может быть даже получение какой-то крупной суммы. И тогда эти энергии, они дополняют вам и уверенности, безусловно, что вы сейчас какой-то проект именно по части либо работы, либо вашего бизнеса. Может быть, это связано с жильем, но как-то вы можете изменить. Есть определенно ваша сильная позиция в том, что вы можете как-то изменить в сторону того, как вы хотите видеть, либо по части жилья, либо по части своей работы, либо по части личной жизни. Здесь больше у вас прерогатив или какого-то приоритета. У вас сильная позиция, мои дорогие близнецы. И вы это где-то чувствуете, что сейчас очень много в моей власти. Давайте посмотрим, что же еще за энергия. Любовь, что ж тут скажешь? И деньги, и любовь, и власть. А что может быть лучше? Все прямо воедино у вас. Несколько направлений соединяется и, в принципе, энергии самодостаточного человека. Ладно, пойдем дальше. Неожиданные события. Что вам важно учесть или что нужно знать в этот период до конца января? Может быть, это будет то, на что мы не влияем. Давайте узнаем, что же вам подскажут карты, что нужно учитывать. А вы знаете, идем вперед. Всегда любая тройка – это своеобразный экзамен, и особенно тройка пентаклей. У кого-то это буквально проиграется. Заканчивайте либо курсы, либо период экзаменационный, сессия проходит, и вам нужно сдавать экзамены, к ним готовиться. Для кого-то, кому по возрасту вы не учитесь, это экзамен жизни, это смена жизненных эпох, жизненных этапов. И по этой карте мы тоже можем что-то изучать, даже неважно, какой ваш возраст. Кто-то будет изучать язык, а кто-то для себя, может быть, осваивать компьютер, кто-то может сдавать на права, а кто-то просто заинтересуется тем, как построить, может быть, свое личное дело или расширить сферы влияния посредством интернета. Но есть вот что-то, что вам интересно. И вы это изучаете не просто даже ради любопытства, а с намерением потом переложить на финансовые рельсы. Есть какое-то направление, которое для вас будет очень перспективно, мои дорогие. Вот что-то тут в январе может по части работы как раз для вас состыковываться, проясняться. Но это, безусловно, ваши приложенные усилия и, что немаловажно, вам этим интересно заниматься. По тройке пентаклей нам всегда именно интересно. Не просто любопытство, да, само занятие ради занятия. А нет, мы потом хотим из этого получить материальный эквивалент. И у нас получается. Что же вам еще нужно знать или важно учесть? Верховная жрица. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, это развитие ваших навыков, как интуиция, у кого-то банальный интерес к эзотерике, как к картам Таро или гороскопы, или вы пытаетесь, где-то духовными практиками заниматься, или расширяете по части, допустим, вашего развития, вы хотите какую-то совершенно новую сферу для себя открыть.
и переложить в последующем как раз на монетизацию, или вы хотите именно сама прояснить или для себя найти новые возможности по части заработков. Может быть так, такой очень тонкий нюанс. То есть вы можете чувствовать, что эта сфера для вас неизвестна. Где-то вы можете даже скрывать и ни с кем не советоваться, быть на своей волне, но где-то тихонько что-то изучать. И вы знаете, у вас получится, правда, для себя тоже открыть какую-то, как новое направление. Опять же, в чем вы будете в последующем получать деньги. Для кого-то из вас это могут быть прояснения по вашей личной жизни. Все-таки часто очень говорит нам карта Верховная Жрица о независимом человеке. Вы на своей волне. Может быть, и есть интерес у нас вверху, как раз карта семьи, десятка пентаклей. Но есть еще и то, что не совсем увязывается, хоть вы даже, к примеру, человек семейный. Или есть у вас ваши близкие, может быть, и дети, и родственников море. Но есть еще та составляющая, которая интересна вам самим. И о чем вы никому не скажете. Или для кого-то из вас это могут быть еще те направления, которые вы делаете робкие первые шаги, как я уже говорила. И вот эта независимость, она для вас, с одной стороны, усиливает позиции, но, может быть, по части денег вы какие-то имеете далеко идущие планы. Мои дорогие мужчины, здесь может быть какая-то женщина, тоже для вас весьма интересная, где-то независимая, может быть, необычная, несколько в других энергиях, нежели вы. Вот здесь может быть женщина, которую вы никому не рассказываете. И такое я тоже могу предположить, что вам нужно учесть. Значит, у кого-то может быть перевод отношений на новый уровень. Может быть и так. Давайте посмотрим, что же это может быть в принципе. Какие-то новые возможности. Я больше вижу, что это ваши заработки. Вы что-то хотите для себя, ну, может быть, или организовать, или развить до той степени, когда вы будете иметь либо вторичный доход, либо вторичный способ заработка. Вторичный доход может быть и пассивный доход, да, а как заработок через ваше творчество или ваше, ну, какой-то интерес, направление новое. Все-таки деньги, да, у нас выходят. Поэтому по части денег, что нужно учесть или важно знать, вам как будто что-то нужно учить или изучать. Или каким образом узнать, это работает, то, что вас как раз и интересует. И если мы говорим вторичный доход, вы можете ходить в офис, например, или ходить в организацию на какую-то работу, и тут вы всерьез задумаетесь, нет, на основном месте работы мне недостаточно попросту финансов, и я для себя готова прояснить или выучить, разузнать, какое направление новое мне может как раз приносить, может быть, посредством работы на дому дополнительный доход. И так тоже может проиграться. Вы останетесь довольны. Тут есть смысл себя развивать и изучать что-то тоже. В чем риск? Ну, если вы что-то сами поставите на паузу. Девятка мечей – это то, чего нет. Для кого-то это буквально бессонница. В чем риск? Поэтому отдыхайте. Если мы хорошо ночью не высыпаемся, на утро наша голова, она, ну, не совсем четко работает. Увы, это банальная физиология. И тогда карта нам будет говорить, если правда бессонница присутствует в вашей жизни и носит какой-то хронический характер, может быть, и есть смысл обратиться к доктору. Или кому-то будет достаточно вечерних прогулок, или как-то скорректировать информацию, или то, чем вы занимаетесь долго по вечерам, а потом не можете заснуть. А для кого-то это проиграется банально, когда карта внутренних страхов, когда мы не можем на что-то решиться. И вот в чем риск. Вам нужно решиться на что-то, а где-то не топтаться на месте. Реальность как будто другая, нас ничто не держит. Это мы сами себя помещаем в какую-то ловушку. Поэтому будьте внимательны. Что вас удивит, давайте узнаем. Большие возможности. Карта мага. Вы прочувствуете собственную силу в январе.
У вас для этого будет, ну, как минимум одна, но я бы сказала, два направления. Это где-то деньги, и, может быть, вот как по верхнему ряду. Здесь у нас совпало и деньги, и власть, и любовь. Поэтому по части личной жизни, каких-то новых возможностей по финансам, в целом укрепление ваших позиций. Это как жизнь, изменение статуса, мои дорогие, у вас на кону. Это новое качество жизни, когда вы не просто император, а вы еще и маг. Вы можете столкнуться с таким человеком, я этого тоже не отрицаю, но все же мы спрашиваем, что вас удивит. Да, вы можете столкнуться с человеком, который находится совершенно в других энергиях. Может быть, это лицо противоположного пола для кого-то и так проиграется. Это тоже независимый человек, и где-то вы своей свободой дорожите или независимостью, тогда и человек тоже точно так же. Когда вы чувствуете, мне, может, человек всего не договаривает, или ваше восприятие, кстати, такое, это совсем не обязательно, но и вы тогда будете тоже кому-то что-то не договаривать. Все же это маг, он и волшебник, и очень большой практик. Потому что он материалист, как ни крути. Он нашу реальность воспринимает просто по-другому. Взаимодействие между людьми он тоже воспринимает по-другому. И во многих колодах Таро как раз маг бывает как прообраз Меркурия, ваша планета-управитель. Кто такой Меркурий? Это Гермес, Гермес Трисмегист. Это как прооснову всего. И поэтому где-то вы можете познакомиться с самим собой, словно заново, открыть для себя такие энергии. И вполне вероятно, мои дорогие близнецы, и в вашем окружении есть такой человек. Но даже если вам приходится с ним общаться, то тогда вас взаимно как будто обогащает это и общение, и открывает для вас новые перспективы. Здесь для вас нет ничего невозможного. Вот это где-то вас может удивить. Вам стоит только поставить перед собой цель, правильно как-то воспользоваться теми энергиями, которые присутствуют в вашей жизни, быть где-то гибче или корректировать мелкие планы, как по аркану император. И тогда ваша власть, ваша значимость, она возрастает во многие разы, намного больше или сильнее. К чему все идет? Что же продолжится? Вы знаете, вы какой-то будете выход словно из создавшегося положения искать. Или пусть это касается вашего творчества, нового направления в бизнесе, в работе, дополнительного дохода. Или пусть это по личной жизни конкретный какой-то вопрос. Или по работе. Здесь действительно какая-то прежняя ситуация у вас заканчивается. Может быть, заканчивать ее будете вы сами, кстати. Вы на что-то решитесь, потому что по 8 кубков мы прежде на что-то не решались. А здесь как раз мы в чем-то ставим точку, словно проводим эту демаркационную линию. Не случайно в 8 кубков нам всегда человек показан чаще всего, когда он к нам повернут спиной, то есть спиной к прошлому. Мы смотрим в будущее вместе с тем персонажем, который изображен на карте. И на карте девушка у нас идет в сторону Луны. То есть мы готовы к тому, что еще нас ждут какие-то тысячи неопределенностей. Но мы даже не хотим оглядываться назад, потому что именно будущее мы чувствуем, рядом аркан маг, что для нас открывается период больших возможностей. Перезагрузка какая-то, мои дорогие близнецы. Давайте достанем карту совет. У вас очень сильная энергия. И правда, январь может быть каким-то стартом. Ну, где-то 15-й старший аркан. Это есть тот интерес, который вы обязательно хотите осуществить в реальной жизни. Есть, может быть, и конкретный человек. Взаимодействие с ним вы тоже хотите продолжить. Это всегда карта отчасти зависимости. И поэтому зависимость, зависимости бывают разные. Где-то нам говорят, ты не делай чего-то чересчур. Иначе любая игра, если она превышает какой-то свой лимит
или она переходит в режим чересчур, когда мы утрачиваем контакт с реальностью. Тогда вот эта игра становится опасной. Все же часто по этому аркану нас пытаются предупредить. И мы ведь достали с вами карту «Совет», а карта мага, когда нужно все контролировать. Но определенно вы что-то хотите осуществить. И часто по 15-му аркану в положительном смысле нам говорят: у тебя будет достаточно физических сил, активности физической, бодрости. Вот этого у вас, мои дорогие близнецы, будет достаточно до конца января. Какие бы вы тут вопросы ни решали, с какой бы реальностью вы тут не столкнулись, все равно вот сил как будто хватит. И, кстати, по части денег, я сказала, у кого-то больших денег, тут тоже может проиграться. Или какая-то новая концепция по части бизнеса. Но если мы говорим 15-й аркан, у нас выпадает как карта «Совет». Азартные игры, опасные, зависимость. Помните об этом. Или любая иная зависимость, если мы говорим страсть, например. Здесь тоже нужно, видимо, правильные параллели проводить. Помните, что у вас еще и выпала карта мага. И поэтому эти позиции или то, что вам дает январь, нужно продолжить. Но ни в коем случае, чтобы это не было завершено. Здесь прояснить даже какую-то игру нужно, поставить на правильные рельсы. Или те возможности, которые у вас приходят в январе, с учетом, как совет, 15-й аркан. Ты не думай, что это будет длиться вечно. У нас же тут 8 кубков выпадает. Поэтому правильно оцените свои намерения, желания и ту реальность, в которой вы находитесь. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.